Всем привет! В июле этого года я создал свой собственный твикер для Windows, которым пользуюсь активно я и большинство моих подписчиков. Этот твикер не лезет во всякие щели системы и меняет лишь реестр. Также выполняет команды в PowerShell и командной строке. В моей программе можно менять фон, имеется 9 заготовок цветов. Черный, белый, серый, зеленый, красный, синий, фиолетовый, оранжевый и голубой. Также можно применить полностью свой цвет и соответственно к нему подобрать цвет текста, либо черный, либо белый. Более того, можно поставить свою картинку в качестве фона, а также скачать готовые в телеграм-канале. Имеется поддержка 4 языков: русский, украинский, английский, а также японский. Начнем с первой вкладки «Проводник». В ней вы можете добавить в контекстное меню два параметра, которых не хватает в новых версиях Windows. Открыть в блокноте и изменить с помощью Paint. Также можно скрыть нескрываемые папки библиотек, которые есть в Windows 10, показать скрытые файлы, а также показать скрытые системные. Еще можно настроить, какая страница будет открываться при открытии проводника. По умолчанию открывается главное, что бесит многих, а в моем твикере это можно быстро настроить. На второй вкладке под названием «Меню пуск» имеется два параметра. Включить минимальное количество рекомендаций, что довольно полезно для тех, кто не активировал систему, а также отключить живые плитки для пользователей Windows 10. На третьей вкладке имеется также два параметра, для многих недосягаемое отображение этого компьютера на рабочем столе, а также очень полезная функция, которая убирает окончание ярлык на ярлыках рабочего стола. На четвертой вкладке под названием «Панель задач» у нас имеются полезные параметры для тех, кто не активировал систему. Можно включить отображение секунд на панели задач, скрыть кнопку просмотра задач, виджетов и чата, изменить положение закреплений, а также сделать удобные огромные миниатюры в панели задач при наведении. На пятой вкладке мы можем управлять центром обновления Windows. На шестой лишь один параметр, в котором можно выключить телеметрию в системе. На седьмой вкладке мы можем выключить Smart Screen, контроль учетных записей, Windows Defender, размытие на экране блокировки, включить буфер обмена и суперподробные сведения о системе. Далее мы можем включить старый вид комбинации Alt-Tab, который был в Windows XP и ниже, отключить уведомления о издателе в .exe файлах, если вам они мешают, ускорить завершение работы, отключить анонимное удаление программ антивирусом, а также скрытие всплывающего меню для группировки окон. На следующей вкладке мы можем установить Direct Play, старые версии Framework, отключение залипания клавиш, Brad автоустановку рекламных приложений и включить старый загрузчик системы. В моем твикере также можно перевести на русский язык старый Vegas Pro, либо же перевести на английский язык, если у вас программа на каком-то незнакомом языке. На 11 вкладке моего твикера можно удалять неудаляемые UEP приложения, такие как Cortana, карты, Feedback Hub, 3D Paint и много-много других. Здесь сразу же можно это делать одним кликом, нажав на самую нижнюю кнопку «Удалить весь мусор сразу», которая не затронет лишь Office, Microsoft Store, компоненты Xbox и медиаплееры. 12 вкладка для меня самая полезная, ведь на ней мы можем выключить устройство через некоторое время, которое мы укажем сами. Если нажать правой кнопкой мыши по текстовому полю, у нас будут заготовочки, чтобы выключить ноутбук или ПК через несколько часов. Далее идет очень полезная вкладка, которая сама может настроить систему. Я думаю, долго зачитывать не нужно, можете поставить на паузу и сами посмотреть. 14 вкладка может отключить задержку запуска, также контроль учетных записей, запретить экспериментирование над ПК, включить маленькие кнопки окон и вернуть старое контекстное меню Windows 11. На 15 вкладке можно приостановить центр обновления Windows и отключить полностью телеметрию. 17, 18, 19 вкладка позволяет установить какие-либо первые необходимые приложения, такие как Mozilla Firefox, Telegram, Steam, Discord и даже Visual C++ Redistributable. Приложения скачиваются с помощью компонента Chocolatey. За счет этого MokuTweaker весит всего лишь 5 мегабайт, и приложения все будут последних версий, так как программы обновляются в базе данных. В 20 вкладке под названием «Электропитание» можно принудительно включить максимальную производительность, а также выключить сон при закрытии крышки, если у вас установлено сбалансированное питание. 21, 22, 23 вкладка разрешает гибко менять контекстное меню в вашей системе. Можно убрать назойливую кнопку «Печать», проверить с помощью Microsoft Defender, открыть в терминале, добавить в избранное, отправить, восстановить прежнюю версию, добавить в библиотеку, поделиться, предоставить доступ к, включить BitLocker, открыть новые вкладки. И если мешает, можно выключить «Копировать как путь», закрепить на начальном экране и на панели задач. 24 вкладка очень полезна для не сильно разбирающихся в системе. Имеется два вида восстановления системы с помощью SFC и DISM. Вкратце, первое слабое, второе сильное.
Ну и последняя вкладка будет хорошей комбинацией с быстрой настройкой системы. Расскажу о мелочах. Если вы примените какой-нибудь параметр, который требует перезагрузку, MakuTweaker вам об этом расскажет и предложит перезагрузить ваше устройство. Когда вы в первый раз запускаете MakuTweaker, у вас будет диалог, который спросит вас, нуждаетесь ли вы в быстрой настройке системы или нет. Также при открытии определенных вкладок будет появляться кнопка «Важно», в которой будет подсказка с разъяснением разных параметров. Во многих параметрах справа есть кнопка «Информация», при нажатии на которую также отображается подробное разъяснение, что означает та или иная функция. Либо же предупреждение, что на какой-то версии Windows что-то работать не будет. На этом у меня все. Скачать MakuTweaker можно на моем сайте, ссылка на который в описании. Там же находятся ссылки для поддержки донатом и мой телеграм-канал, в который я пишу посты о своей жизни, а также о технике и прочем. Также я создал новый Discord сервер, если хочешь, можешь зайти и будем общаться вместе. На нем можно будет друг другу оказывать помощь, а также весело проводить время. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить интересные видео. Желаю всем удачи и до скорой встречи.